Привет! С вами вновь Киноман. Это очередной выпуск моих дендиских воспоминаний. И сегодня я расскажу вам о еще одной игре на денди, в которую я поиграл одной из первых. Игра, которая была у меня также на самом первом картридже. Ну, не считая, конечно, 4 девятки в одном. Игра, которая сделана по мотивам очень известного, замечательного и любимого мультсериала диснеевского. На мой взгляд, ничуть не уступающего тому же Черному плащу, там, Винни-Пуху, Утиным историям, Чип и Дейлу. Но в отличие, наверное, от этих мультсериалов и от игр, сделанных по их мотивам на 8-битной приставке, после того, как я прошел впервые эту игру, она твердо закрепилась для меня в положении такого дендиского середнячка. После того, как я прошел, она, видимо, перестала для меня представлять такой дикий интерес прохождения, как было, например, до того, как я впервые прошел, и как было во все последующие мои игры Черного плаща, Чип и Дейла и Утиной истории. Наверное, потому что это скроллер. И, наверное, потому что... Ну, в общем, сейчас вы все узнаете. Как вы, безусловно, догадались по заголовку моей программы, речь пойдет об игре TaleSpin, она же «Чудеса на виражах», сделанной по мотивам одноименного мультсериала. Да, итак, «Чудеса на виражах», TaleSpin. Вот на этом замечательном картридже, который я вам уже 1000 раз показывал, я в нее впервые поиграл. На этом картридже она значится под названием TaleSpin. И должен признаться, что впервые я заметил это, наверное, лет через 6 после того, как этот картридж у меня появился, и до этого внимания не обращал. Ровно как и Darkwing Duck в меню, да. Вместе с Черным плащом она записана на этом картридже, и Черный плащ также является игрой, сделанной по мотивам мультсериала, который успешно транслировался у нас по ТВ. Только с ним я знаком был больше. Почему именно так? Потому что мультсериал «Черный плащ» транслировали у нас в 1994 году по каналу РТР. А вот мультсериал «Чудеса на виражах» я едва ли помнил, когда я впервые в эту игру поиграл, потому что его первый, последний и единственный раз до тех времен показывали по каналу Останкина аж в 1992 году, когда мне было 4 года. Я очень смутно представлял себе сюжет этого мультсериала и, соответственно, игры, и поэтому не расценивал ее так кинематографично, как, например, «Черного плаща», с сюжетом которого я был уже хорошо знаком. Так вот, в 1995 году я впервые поиграл в эту игру, и на фоне того же Черного плаща, Робокопа, Снейков, она мне, естественно, не давалась. Но не давалась она мне гораздо больше, чем, наверное, остальные игры на этом картридже, потому что эта игра представляет собой, в отличие от них всех, ну, разве что кроме Сейкроса, она представляет собой скроллер. Скроллер — это значит, что экран движется сам, а вы управляете летающим самолетиком, который двигается во всех направлениях. И который еще имеет функцию переворачиваться и лететь обратно. Мне в моем 7-летнем возрасте это давалось крайне сложно. Например, в отличие от того же Черного плаща, которым надо было спокойно ходить, он мог прыгать, стрелять, когда хотел и так далее. А тут самолет летел сам. И я как-то не мог никак приноровиться, как его вести в нужном направлении. Я не знаю, наверное, месяца 1,5 мне понадобилось на то, чтобы понять, что путем нажатия кнопки А самолет переворачивается и летит обратно. Что, соответственно, может вам помогать преодолевать эти затруднения, когда вас прижимает к краям экрана и вы умираете, собственно. Я как-то много времени у меня ушло на то, чтобы это сообразить, и поэтому долгое время дальше первого уровня я не проходил. И распробовал я эту игру уже где-то во второй половине лета 95 года, когда мне уже удалось совладать с этим управлением, и я замочил таки первого главаря. Да, вот именно с момента, как я замочил первого главаря на первом уровне, это подводная лодка, вот именно с этого момента игра мне стала по-настоящему нравиться. Потому что, вот несмотря на всю эту непонятность, предыдущие встреченные мной на уровне, там, все это корявое непонятное управление, ну как мне тогда казалось, эти непонятные раскиданные по уровню мешки с деньгами, чемоданы, которые вообще хрен знает зачем собирать, вот это все моментально окупилось в процессе битвы с первым главарем. Потому что по сравнению со всеми остальными играми, в которые я играл до того времени, только в этой игре ты, когда бьешь главаря, стреляешь в него, ты просто нутром ощущаешь каждый выстрел. Вот здесь это сделано великолепно.
Каждый выстрел сопровождался мерцанием экрана белым светом, сопровождался этим смачным звуком попадания. Вот. Ни в одной другой игре я такого не встречал, и поэтому процесс именно битвы с главарями в этой игре, вот ради этого я, собственно, все последующие месяцы в эту игру играл. И что на первом уровне, что на втором, что на третьем, они мне нравились все больше, больше и больше. И вот после того, как я замочил первого главаря, собственно, и начали открываться вот эти интересные фишки геймплейные. То есть, например, за то, что ты собираешь чемоданы и мешки с деньгами, ты получаешь дополнительные деньги, за которые ты после каждого уровня можешь прокачивать свой самолет. Разумеется, когда я впервые дошел до этого экрана, я ни черта не понял, что вообще это все происходит, что это передо мной нарисовано, за что тут покупать, что дает. Я ничего не понимал, и на это, естественно, ушло время, ушел уже многие часы опыта, полученные от игры в эту игру. И после уже там, не знаю, недель, дней я уже сообразил, что к чему. Разумеется, первое, что я апгрейдил, это пулемет. Я покупал 2 патрона. Но вообще я не понимал особой надобности в патронах, потому что у меня была турбокнопка. Я думал, ну какая разница, что там 2 патрона, что там 4 патрона. Если у тебя есть турбокнопка, ты все равно ими стреляешь постоянно. Естественно, когда я купил, я понял сразу, в чем разница. Я не понимал, что дает мотор. Я не понимал, что дает вот это непонятная вообще какая-то карабень, вот это вот ребристая. Я только потом понял, что это, собственно, не удар, а континью. Самолетик, который тоже можно было купить после каждого уровня, я вот долго думал, что это какой-нибудь такой запасной, не то чтобы жизнь, а какой-нибудь там апгрейд, что в него может быть меньше ударов нужно будет ему наносить, чтобы его взорвать. Ну, это, естественно, были вот такие вот догадки. Я только через пару лет, наверное, только понял, что за него дают жизнь, что можно покупать жизни. Но с жизнями в этой игре вообще проблем не было там, вплоть до... Да вообще не было проблем, потому что жизни хватало. Я проигрывал не столько из-за того, что мне не хватало энергии в основном, а из-за того, что я тупо не знал, что мне делать. И как мне, например, правильно действовать вот в той или иной ситуации. За несколько недель после того, как я победил первого главаря, я сумел дойти до 4-го уровня. На 4-м уровне боссом выступил здоровенный невидимка в шляпе, в перчатках, в ботинках с бабочкой. Он меня ввел, в ступор, наверное. Я его возненавидел, люто возненавидел. И естественно, вы, наверное, догадаетесь, почему. Не потому, что он, зараза, повсюду меня мог достать своими руками, он на меня двигался. Я не сразу сумел с ним совладать, как его обходить, от него уворачиваться. А из-за того, что я тупо не знал, куда ему, стрелять. Я стрелял ему в шляпу, я стрелял ему в ботинки, в перчатки. И отовсюду отлетали пули. Я стрелял в пустое пространство между всеми этими летающими вещами, и ничего не происходило. И меня это раздражало. Я стреляю, я не попадаю, я не знаю, что мне, как мне делать. Учитывая, конечно, что мне было 8 лет, логика-то у меня работала, естественно. Просто прикол в том, что ему надо стрелять в бабочку, как вы, безусловно, догадываетесь. Но, видимо, я, сколько не пытался стрелять в него, даже когда я целился в бабочку, я попадал ему в перчатки. Он же рукой постоянно на уровне между вами, между вашим самолетом и между бабочкой рукой крутит. И, видимо, я стрелял в бабочку, попадал в руку, от руки отлетало, до бабочки не долетало. В общем, сколько бы я ни пробовал, я пробовал, наверное, раза 4. Я ни разу за все эти 4 раза ему в бабочку даже случайно не попал. Вот представляете? Играл я в основном в деревне. И, как вы понимаете, родители не давали играть много. За один день, может быть, 1-2 попытки максимум мне удавалось совершить. Были ведь и Черный плащ был, и Снейки были, я и в то хотел поиграть. Тем более, когда меня постигла очередная неудача на 4-м уровне с этим боссом, я вообще на эту игру забил. И вообще в нее не играл, и вообще, обиделся на всех, на все. И на игру тоже обиделся я, да.
Вот. Но как очень интересным образом решилась эта проблема. Я помню прекрасно, это было лето. Виталь тоже был со мной в деревне. Мы приезжали на выходные, и вот в 11 дней, когда я отчаялся от прохождения этой игры, я вышел на улицу, сел на лавочку перед домом, сидел и думал, что жизнь моя несчастна. Вот, в этот момент подкатил, собственно, Виталькин один кореш на мотоцикле. На вид ему было лет 15, он был такого невысокого роста. Спросил: Виталик дома? Я сказал, что дома. Виталия я позвал, пошел во двор, он вышел. Вот, я продолжал сидеть на лавочке, они там что-то обсуждали, там что-то про рыбалку там рассказывали, про музыку там, и так вот незамысловатым образом они дошли до обсуждения видеоигр. И когда, я не помню как дошел разговор до того, что я играю в «Чудеса на виражах», но когда или он меня спросил, или я... мы с Ветером, да, мы ему начали рассказывать, во что мы играем. Вот, я тоже подключился к разговору, потому что я уже даже, наверное, больше соображал в видеоиграх, чем Ветер. Вот, и поэтому я рассказывал, там, вот, черный плащ, там, туда-сё. И вот он говорю, вот играю в «Чудеса на виражах», блин, дошел до 4-го уровня, не могу убить невидимку, вообще не знаю, что с ним делать, он меня достал. А он меня смотрит и говорит, а ты знаешь, а ему надо в бабочку стрелять на самом деле, и будешь попадать. Я сразу придумался, во-первых, попадал ли я ему в бабочку. И потом, когда я подумал и понял, что я ему в бабочку, наверное, не попадал, я полетел в дом, я сел перед телевизором, мама говорила, слышь, ты уже играл сегодня, хватит. Я говорю, нет, вот тут мне сказали, пока я помню, мне надо сейчас проверить, я сейчас быстро проверю. Я дошел без особых трудностей до этого босса. Я стрельнул ему в бабочку, весь экран замерцал, я восхвалил Господа в этот момент. О боже, спасибо тебе, чувак, кто бы ты ни был на мотоцикле, за то, что ты мне подсказал. И в тот же самый вечер я наконец-то его убил. И что же, дело пошло после этого, так неплохо пошло. 5-й уровень тоже не вызвал у меня особых проблем. Вообще я должен сказать, что по мере прохождения игры я находил в ней скрытые бонусы. Скрытые бонусы в игре разные. Есть скрытые всякие фрукты, ягоды, за которые дают очки, скрытые мешки с деньгами и скрытые, собственно, бонус уровни. На бонус уровнях вы играете за Кита Ветрогона, который летает по экрану, собирает, взрывает шарики, и в них находятся всякие вкусняшки. Я догадывался, как бы по аналогии с черным плащом, что тоже на каждом уровне, скорее всего, по 2 этих бонуса, но мне удавалось находить не все. На 1-м уровне я вообще не находил бонус до появления интернета, наверное, пока мне кто-то не рассказал, где там что спрятано. Я находил бонусы на 2-м уровне. Сначала нашел самый первый рядом со щитом, с огромным, а потом нашел 2-й, который уже под землей. На 3-м уровне я находил бонус между горами и облаками. Это уже когда вы поднимаетесь наверх. А в начале я не находил бонус, который рядом с облачком в первой половине уровня. Вот. И на 5-м уровне я бонус нашел тоже, помню, сразу. Это, вот тот бонус, когда вы поднимаетесь наверх, стреляете в левую часть экрана, там стоят чемоданы. Я как-то сразу понял, что, скорее всего, там что-то есть помимо чемоданов. Вот, но прикол в том, что в этой игре есть еще такая фишка, как Perfect Bonus. Вот что такое Perfect Bonus меня очень долго мучило. Я не понимал, потому что самое интересное, что на некоторых уровнях мне дают 100 тысяч баксов. Представляете, я не знаю за что, но мне дают 100 тысяч баксов на уровне. А на некоторых уровнях не дают. А поскольку денег на нужные мне апгрейды часто не хватало, и мне очень хотелось, чтобы на каждом уровне отваливали по 100 тысяч баксов. Но я не понимал, как это работает, не понимал, за что мне дают. Я долго думал, что, скорее всего, дают, если собрать, там, например, на уровне все чемоданы и все мешки с деньгами, потому что именно их подсчет идет в конце каждого уровня. Но даже когда я собирал на уровне все чемоданы, все мешки с деньгами, которые я только видел, мне Perfect все равно не давали. И я вообще не понимал, как это так и в чем вообще прикол. Видимо, не в этом прикол. Но прикол оказался в этом. И об этом я узнал совсем недавно. Ну как недавно? Уже когда появился интернет, когда появились друзья по интернету, которые стали много чего интересного рассказывать, о чем я не подозревал.
И вот тогда я узнал, что Perfect дают за то, что вы не просто собираете все эти мешки с деньгами, а вы еще находите на уровне скрытый мешок с деньгами, и даже порой не один. Но поскольку давали, там на некоторых давали, на некоторых не давали. На каждом уровне есть что-то скрытое. Есть уровни, на которых скрытые мешки, то есть вы стреляете в пустую область, и бах, перед вами вылетает мешок. Перышком вот так вот падает. Уровни есть, на которых вместо мешков скрытых спрятаны скрытые жизни. Вот эти вот маленькие самолетики. Например, на 4-м уровне, например, на 2-м уровне. Только на 7-м уровне, на уровне джунглей, можно найти и скрытую жизнь, и скрытый мешок. До этого было всегда либо то, либо то. Вот. И я помню, что только на 5-м уровне мне удавалось найти скрытый мешок, когда я опускался вниз, стрелял в левый нижний угол и там находил его. Но мне все равно не давали Perfect, понимаете? И поэтому, даже обстреливая весь экран, я не любил это занятие. Я не любил просто летать, обстреливать экран, искать, где этот чертов мешок. И может быть он даже не везде. Жизни мне как-то удавалось находить случайно, наверное, везло. То, что в игре 8 уровней, я тогда еще не знал, но из всех уровней только на 8-м нет, в принципе, никаких скрытых бонусов, ни бонус игр с скрытым ветрогоном, ни всяких мешков, чемоданов, только скрытые сердечки и фрукты и ягоды можно повыбивать. Ну, я не знаю, сколько будет от них пользы, хотя сердечки были очень полезны. Но до этого мы сейчас еще дойдем. Так вот, вот на такой замечательной ноте, когда я завалил невидимку, когда я завалил босса 5-го уровня. Это вообще был мой самый любимый босс, я обожал его забивать. Даже когда я замочил этого босса вообще непонятного на 6-м уровне, какая-то морда, выглядывающая из машины с пылесосом, который бросался камнями, да. Даже вот тогда, когда я его завалил, именно в этот момент произошла такая страшная неприятность. У меня накрылась лифа. Да, вот моя замечательная лифа, она прослужила мне буквально 2-3 месяца. Но накрывалась она постепенно, знаете. Она сначала выдавала такие интересные глюки в изображении кусками, фрагментарно на экране. А потом она вообще извратила каждый спрайт на экране. И вы уже летали не по уровню, а вы летали в каком-то аду с разными непонятными квадратиками, буквами. В черном плаще вообще платформы превратились в головы врагов, а крюки превратились в ворон, не двигающихся. Это был такой страшный психодел, но мы поняли с Ветером, что что-то не так, и надо это исправлять. Вот. И в один прекрасный день она вообще потом не включилась, и папик отвез ее в ремонт. Якобы по гарантии он ее сдал. Нам ее пообещали отремонтировать, продержали у себя примерно месяц, и так нифига не отремонтировали. А на дворе была уже осень 95-го года, да, господи, боже мой. Я пошел во 2 класс, но меня это не особо сильно тогда волновало, потому что дома все равно родители играть не давали играть только в деревне, а в деревню мы приезжали только на выходных, но дома уже были друзья, у которых уже была Денди, поэтому было где поиграть, даже при отсутствии собственной приставки. После того, как приставку нам не отремонтировали, нам ее поменяли на другую лифу. Это была уже такая модель, тоже, по-моему, 888, но она была такая уже закругленная. Вот. Но она работала неплохо. И проработала она у меня еще потом несколько лет даже. Вот. Вот когда нам поменяли лифу, уже можно было продолжить играть. Вот тогда я уже сумел дойти до 7-го уровня, до уровня джунглей. И дойти до главаря этого уровня, до вот этой вот здоровенной статуи крокодила. Но эта статуя, это была просто жесть. Это был первый босс, от которого действительно вернуться не удавалось сначала, ну просто никак. Но мало того, что он стреляет вот этими вот крутящимися огоньками, и надо было как-то маневрировать, чтобы и попадать ей вот эту вот пульску красненькую на горке. И надо было еще уворачиваться от летающих огоньков. А снизу еще собаки бегают. Не собаки, а аллигаторы бегают. Вот эти вот аборигены кидаются вас копьями. То есть еще от копий надо было уворачиваться. Вот при моих тогдашних навыках проделать это было ну просто. Это был высший пилотаж, вот это вот все проделать. И несколько моих попыток увенчались
неуспехом очень быстро. Едва я дошел до главаря, меня завалили, едва я дошел до него, меня завалили. Меня это раздражало. Ну, не особо раздражало, потому что были и другие игры, которые вот ты в эту игру не поиграл, ты в эту игру поиграл, в этого, блин, Tailspin, тебя там завалили, а пошла ты, я сейчас в черном плаще буду играть, и я его пройду. Вот так. Вот так вот я примерно мыслил. Значит, было на дворе уже лето 96-го года. Я, опять-таки, все еще не мог пройти этого крокодила, но я уже не особо часто в него играл. Вот, ну, в смысле, в чудеса на виражах. И вот, если вы помните, в тот самый момент, в тот самый период, лето 96-го года, я поменял вот эту вот 7-игровочку рыжему товарищу Сереге на одноигровку с Battletoads'ами, которая в итоге вернулась ко мне уже спустя 7 или 8 месяцев. Хотя договаривались мы на пару недель, но я об этом уже рассказывал. Вот. До тех пор в чудеса на виражах я не играл ни у кого. И когда она мне таким тяжелейшим образом все-таки возвратилась, я не знаю, что на меня нашло, но я засел играть. Но я просто по ней соскучился, наверное. И поэтому я засел играть и в чудеса на виражах, и в Снейков, и в Робокопа. И в Снейков мне... Господи, Снейков. В чудеса на виражах мне наконец-то удалось забить этого крокодила. Я забил таки его и попал на 8-й уровень. Это был последний уровень. Этот уровень показался очень легким по сравнению с предыдущим. Единственная его сложность и отличие, пожалуй, от остальных, что тут уже летают вот эти вот вражины на самолетиках, но они уже стреляют. Ну, летают они медленно и стреляют они медленно, от них увернуться не представляло особой сложности. Очень быстро я дошел до босса этого уровня, до Дона Карнажа. Но я еще не знал, что это Дон Карнаж. Хотя, стойте, на дворе был уже 97-й год. Мне вернули картридж спустя 7 месяцев, да, вот, уже был 97-й. А в 97-м наконец-то начался повтор мультсериала «Чудеса на виражах» на канале СТС. Вместе с Черным плащом, по-моему. Но уже показывали через это самое Чипа и Дейла, «Утиные истории» уже показывали. И вот снова показывали «Чудеса на виражах». Я помню, что я тогда его с удовольствием смотрел. И вот благодаря этому я уже начал вкупать, кто есть кто и кто зачем тут нужен. И то, что когда я дошел до последнего босса, последнего уровня, ну вернее для первого босса последнего уровня, я тогда еще не знал, что он не последний. Я сразу понял, что это Дон Карнаж. Но, блин, когда я в него начал с ним драться, крокодил на предыдущем уровне показался мне маленьким мальчиком, просто детем, которое ни хрена не могло делать. Что вытворял этот чертов самолет с этим чертовым Карнажем? Это был просто ад. Это был самый адский босс, которого я видел на тот момент вообще в любой игре. И чтобы его победить, мне понадобилось попыток, наверное, 8 как минимум. Но даже когда я его победил, радости было, естественно, немерено. Но тогда я узнал, что это еще не все. И что после него открывается супер последний босс, самый жесткий. Это вот эта летающая конструкция, этот летающий пиратский корабль. Он, по-моему, называется Железный Стервятник, если мне память изменяет. Но когда я до него все-таки добрался, несмотря на то, что у меня оставался один удар, я услышал офигительнейшую мелодию. Мелодия, которая просто меня, просто зацепила меня очень глубоко. И я просто, когда я до нее доходил, тупо нажимал на паузу, я сидел, слушал эту мелодию. Она мне понравилась безумно. Она была такая, знаете, трогательная, даже в чем-то такая в начале. Как-то даже вырисовывалась какая-то такая безысходность, что-то такое грустное, но элемент битвы тоже в этой мелодии прослеживается. И вот прямо она меня так зацепила, я ее обожал. Вот, и когда я доходил до главаря этого, а доходил до него очень много раз, потому что не проходил, я просто вначале стабильно, я ставил на паузу, я минут 5 только сидел, слушал эту мелодию. Вот, этот стервятник был скотина мерзкая. Я не знаю, я не могу сейчас сказать, что он сложнее, например, чем Карнаж. Я вообще считаю Карнажа самым сложным боссом в игре. Вот, но на этом боссе многое решал уже элемент везения. То есть уже не столько навыков, а сколько везения. Потому что атакуют вообще со всех сторон. И сверху, и по бокам. А нужно все пропеллеры отстрелить и потом взорвать главный пропеллер. Вот, и уворачиваться от всех, но не получалось так, чтобы без удара не получалось вообще никак.
стабильно, там проходит 2, 3, 4, 5 секунд, в тебя выпадают. Еще проходит 5-6 секунд, в тебя выпадают. И тут уже решает все, вылетит или не вылетит сердечко из-за экрана, которое восполнит вам жизненные запасы. Вот если оно не вылетало, оно обычно не вылетало, меня валили очень быстро и очень конкретно. И потом, когда я уже удавалось как-то более долгое время продержаться, оно вылетало. Я не знаю, из-за чего оно вылетало, может оно там так задумано. Вот, оно вылетало, я его брал, и сразу, знаете, подъем духа, такое второе дыхание открылось. Вот, все, взял сердечко, сейчас я его должен завалить, у меня есть шанс, о боже. Но не получалось все равно. Вот не получалось, ну ни в какую не получалось. Сколько я его долбил, очень долго долбил. А долбил я, опять же, как я говорил, только в деревне. Я не знаю, сколько у меня ушло недель на то, чтобы его убить. Ну, наверное, месяца 2 точно у меня ушло на это. Вот, на дворе было уже какой-то, ой, дайте мне вспомнить. Это было где-то уже лето 97-го. И вот тогда, да, вот, наверное, где-то летом 97-го я впервые его прошел. Опять-таки не без везения. Везение решало все. Вот тогда я впервые прошел эту игру. К сожалению, я не помню, как именно вот это произошло. У меня не отложилось это в памяти. Но за что я эту игру все равно люблю по сей день, это за ее атмосферность, за ее музыку и за ее неповторимых главарей. Вот эту игру я последние годы играл вот ради того, чтобы подраться с ними. И я буду в нее играть, пусть не так часто, но тоже буду ради этого продолжать играть. Потому что вот в какой бы то ни было другой игре, ну везде есть разные интересные боссы. Но здесь их мочить, ну просто одно удовольствие. Вот не беру говорить за все остальное, но ради боссов эту игру я буду проходить, это уж точно. В общем, надеюсь, что эту игру и вы будете проходить точно так же, как я. Спасибо вам огромное, что вы меня выслушали. Таковы были мои воспоминания об игре «Чудеса на виражах». В следующем выпуске я поведаю вам об игре Super Mario Bros. 3, о которой я обещал вам рассказать еще на стриме. Вы это обязательно скоро увидите. Спасибо вам огромное, что смотрите Киноманию. Оставайтесь с нами и играйте в Денди. Всех благ, до встречи.